Всем привет! Это финальная часть по постройке багги. В ней я доведу багги до стокового вида, как в игре. Сначала полностью разберу и озвучу стоимость каждой детали. И подведу итог, сколько в общем ушло у меня денег на постройку этого автомобиля. Также скажу про размеры багги, почему именно такой размер и для какого роста он подходит. Разборку начал с декоративной накладки, которая в игре выполняет функцию верхней опоры передних стоек. Она сделана из 2-мм листа металла, который у меня был, и я не тратил на него денег. Затем идут передние стойки, в них использовались пружины Атаки, комплект 1100 рублей. И амортизаторы от ВАЗ-2101 по 600 рублей за штуку. Все покупалось в магазине. Чашки для стоек сделаны из сотой трубы, кусок купил за 100 рублей. Обтекатель сделан из холоднокатанного листа металла толщиной 1 мм. Покупался лист за 1800 рублей, и его хватило впритык на проект. Также из него было сварено дно. Еще на обтекатель ушло 300 грамм шпаклевки и грунт. Все вместе 500 рублей. Бачки для тормозной жидкости, шланги, 2 цилиндра сцепления тормозной от ВАЗ-2101 покупались новые комплектом за 2000 рублей. Взял наконечники рулевой тяги по 200 рублей от той же копейки и 2 рулевых тяги по 500 рублей от Логана. Рулевая колонка от ВАЗ-2108 на разборке за 500 рублей. И там же куплена рулевая рейка за 500 рублей. Передние колеса покупались в сборе за 1000 рублей за штуку. Передние кулаки в сборе вместе с суппортами с разборки обошлись в 2000 рублей. Шаровые опоры от копейки покупались новыми, 800 рублей за комплект. Для верхнего рычага использованы винтовые сайлентблоки от Волги, продаются только комплектом за 2000 рублей. Остальные сайлентблоки были использованы от ВАЗ-2108, на всю подвеску ушло 14 штук, это 2200 рублей. Руль покупался на Авито за 900 рублей. Два кресла от картинга, 3000 рублей фирмы Патриот. Глушитель от мопеда, 1500 рублей, переделан под прямоток. Для того, чтобы дальше продолжить разборку багги, поставил раму на стойки, который делал еще в первой серии. Коробка передач от 41-го москвича покупалась с рук за 1500 рублей. К ней покупались привода по 1500 рублей. Маховик, корзина и диск сцепления новые за 3500 рублей. Также на переходной плите был установлен корпусный подшипник за 1200 рублей. Двигатель 17 сил покупался новым за 15 тысяч рублей, и к нему покупалось отдельное электрооборудование со стартером за 3000 рублей. Диски для задних колес брал новые за 3000 рублей, покрышки бывшие в употреблении по 500 рублей. Задние кулаки вместе с суппортами от ВАЗ-2114 по 500 рублей за штуку с разборки. Задние стойки были сделаны из новых газовых амортизаторов от копейки и новых задних пружин от 2108. За все отдал 3200. Кулак крепится на оси через сайлентблок. За это отдал 1000 рублей. Магистральные тормозные трубки купил за 1000 рублей. Использовались как от классики, так и от переднего привода. За проводку отдал около 100 рублей. Электронный тахометр обошелся мне в 1000 рублей. Цифровой индикатор стоил 500 рублей. Спидометр от УАЗ Hunter 6-импульсный вместе с датчиком скорости, который находится на коробке, обошлись мне в 3000 рублей. Тумблер для фар купил в электронике за 100 рублей. В 1500 рублей вышла кулиса вместе с пластиковой накладкой. После частичной разборки обработал шлифовальным кругом сварные швы. Не стал полностью разбирать багги, оставил цилиндры и суппорта на своих местах. Не хочется снова прокачивать всю систему. Кстати, на резиновые тормозные шланги еще ушла 1000 рублей. Рама варилась 25 трубы, диаметром 32 мм, со стенкой в 2,8 мм. На всю раму ушло 40 метров трубы, это 4500 рублей. Для рычагов бралась 20-я труба, диаметром 26 мм, 12 метров обошлись мне в 1200 рублей. Еще брал полосу 5 мм толщиной и 40 мм шириной для сайлентблоков за 600 рублей 6 метров. Вообще, конечно, можно нормально сэкономить на покупках всего этого, а то и вовсе вернуть немного денег, если использовать карточку Рокетбанка. Это такая некредитная карта, которой можно расплачиваться где угодно, с приличными скидками, да плюс получить с этого кэшбэк до 10%. Карта очень удобная и бесплатная, то есть оформил на сайте, заказал и пользуйся на здоровье. Никакой платы за обслуживание, как у некоторых, с тебя никто брать не будет. Также у Рокетбанка есть удобное приложение. А для геймеров тут вообще самая жара. Используя карту Рокетбанка, ты покупаешь игры с выгодной скидкой. Причем абсолютно неважно, консольщик ты или ПК-боярин. 7% во всех популярных магазинах, от Steam и танков до Xbox Live, и аж 10% в PCN и Fortnite. Плюс все операции по карте озвучены забавными голосами игровых персонажей, орками, нежитью, голосами Рика и Морти. В общем, пользоваться одно удовольствие. А если оформить и заказать карту по моей ссылке, ты на счет получишь 500 Рокет рублей, что, кстати, равняется 500 обычным российским рублям. Скорее переходи по ссылке в описании.
Краску взял 3 в одном, грунт эмаль по ржавчине. Претензий к ней никаких нет, все прекрасно держится и не ржавеет. На проект ушло 2 банки, это 400 рублей, плюс растворитель и обезшириватель за 200 рублей. Сначала хотел красить кисточкой, но все-таки решил воспользоваться краскопультом. Покрыл раму краской с промежуточной сушкой в несколько слоев. Чтобы добраться до дна, поднял багги лебедкой, почистил щеткой и закрасил. Оставил на ночь сохнуть, после этого опустил багги и перешел к покраске остальных деталей. Красил их на перекладине группой, после того как краска высыхала на отлип, снимал их и развешивал новую партию. С внутренней стороны кожух покрасил той же краской. Пружины зашкурил и покрасил красной краской из баллончика. Этой же краской покрасил суппорта. Баллончик обошелся мне в 150 рублей. Колесные диски покрасил в серый цвет. Хватило одного баллончика за 160 рублей. После того, как все детали высохли, стал собирать багги. Сначала собрал заднюю подвеску, затем собрал перед. При создании багги пользовался только одной книгой Хомела «Подвеска и тормоза». Установил на место двигатель вместе с корзиной сцепления. Всю проводку спрятал в пластиковой гофре. Задний стоп-сигнал обошелся мне в 460 рублей. Передние фары вышли мне в 1200 рублей вместе с доработкой. После того, как установил передний кожух, поехал за краской. Взял такого типа краску по 250 рублей за баллон, 2 цветов, кадмий желтый и просто желтый. Прикинул, как будут смотреться цвета на корпусе. Мне понравился просто желтый цвет, он как-то больше подходит к игровой модели и, на мой взгляд, просто лучше смотрится. Съемки постоянно откладывались из-за сильных снегопадов, и в первый более-менее бесснежный день я отправился на съемки. В общем, стоимость компонентов данного багги получилась 80 тысяч рублей. Если экономить и не брать металл на обшивку и электронные компоненты, как было у меня при первом тест-драйве, можно собрать такой багги до 50 тысяч рублей. Данный багги подойдет для водителя ростом в 165 сантиметров. Я же сижу в ней впритык к потолку, мой рост 183 сантиметра. Я был ограничен размерами прицепа, и данный размер багги был сделан под прицеп шириной 160 сантиметров. А далее все пропорции были по ходу подстроены. Размеры рамы вы найдете в описании под этим роликом. Если вы ростом длиннее, чем 165 сантиметров, то увеличьте размеры рамы на 15-20%. Багги спокойно тянет 2 людей, но хоть и зимняя резина, сцепление с дорогой почти нулевое. Нужны цепи и блокировка дифференциала.
Это не последняя серия по постройке багги. Далее будет тюнинг, установка более мощного двигателя от автомобиля, установка электромотора, может быть будет гибридная силовая установка, которая сделает из заднеприводной полноприводную багги. И еще много идей, которые придут по ходу. Ставьте большой палец вверх, если вам тоже это интересно. Так я пойму, делать мне это или нет. Также я начинаю 2 новых проекта. Могу только сказать, что в них также будет по 4 колеса. Один будет по игре, которая еще не вышла, другой будет из реальной жизни. Анонсы и все новости по проектам можно будет увидеть в моем инстаграме. А пока такой получилась багги из PlayerUnknown's Battleground. На этот проект было потрачено много сил, нервов и времени. И, по-моему, получилось неплохо. Всем спасибо за вашу поддержку, комментарии, лайки и репосты. Они мне помогли сделать этот проект. Отдельное спасибо хочу сказать спонсорам данного проекта. Их имена вы видите на своих экранах. Так же, как и обещал, они продублированы на корпус багги. А пока еще раз всем спасибо за внимание и поддержку. Увидимся уже в новых видео с новыми проектами.